Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу предоставить вашему вниманию вот такой вот топор. И что мы будем с ним делать? А мы будем его точить. Наточили, то есть мы его сначала подтупим, кромочку примерно на, пятую часть миллиметра, 0,2 где-нибудь сделаем, так, пару раз ширкану, в общем, по наждаку, затуплю его, потом наточим на наждаке его, потом проверим на пасте Гоя его, потом опять его затупим, сделаем его на гриндере, также потом на пасте Гоя, и потом заточим на болгарке и также на пасте Гоя. И после каждой заточки будем его, как я уже сказал, подтупливать. И в общем сейчас и начнем. Начнем мы давайте с точила. Вот еще что хочу сказать вам. Вот смотрите, тут 40-е зерно камня. То есть это вот для шлифовки 40-е зерно. Везде одинаковые параметры. Болгарку тоже я поставлю на обороты большие не буду ставить. Поставлю ее на двоечку. Ну это, наверное, 1003 оборотов. Может быть чуть больше. Тоже смотрите на лепесток. Видите, 40-е зерно. Тут 40-е зерно, тут на камне стерлось. Потому что я всякие боковые эти тоже на торце камня работал, вот сбоку работал. И, в общем, вся маркировка стерлась. Вот еще что хочу сказать. 40-е зерно. И вот вам сейчас покажу ленту гриндера, чтобы в одинаковых условиях они примерно работали. И вот здесь, видите, 40-е зерно. Тоже на ленте. В общем, топор туповатый. Вот видите, листочек не режет. Но я его еще сильнее подтуплю. То есть вот у меня брусочек. Я вот по режущей кромке несколько раз вот сделаю вот так. Она прям... То есть вот... Ну вот, сейчас уже листочек он мне и в жизнь не отрежет. И будем точить его, значит. Вот оно точило на меня вращается. Берем топор, то есть ставим его вот таким вот образом. Можно, конечно, и вот так, но так не очень удобно. Ставлю его, в общем, вот так вот. Провожу. Сначала затачиваю одну сторону, потом перехожу на другую. То есть как бы формирую спуск, а потом делаю заточку. То есть получается своего рода, сейчас я вам на листочке и покажу. Получается, вот он спуск у нас, вот он. Я сначала попадаю в спуск, то есть вот в этот, то есть вот таким образом. То есть вот так, вот так. А потом еще, то есть у меня еще вот так вот и вот так будет угол. То есть получается вот. То есть я сначала делаю спуск, а потом еще заточка. То есть вот он. И вот так, и вот так. Ну вот, схематично я нарисовал. То есть получается два как бы вида заточки. Спуск и заточка сама. Ну вот. И начнем. То есть топор я вот буду вот таким вот образом держать. И начинаем. Давайте посмотрим. Вот он, видите, пошел этот спуск. Воду-то забыл я взять. Не забываем еще вот окунать в воду, чтобы не перегреть кромку. Потому что если кромочку перегреете где-нибудь в каком-нибудь месте, ну или вообще всю, то она станет мягкой и будет быстро тупиться. То есть получится, отпустите ее. И начинаем. Смотрим. Вот видите, попадаю в этот спуск.
окунаем. Ну вот. Вот я дошел, видите, вот кромочка дошла уже до режущей кромки. То есть вот это вот. То есть наш спуск. Еще один момент, что хочу сказать. Если оно вращается на вас точило, то здесь все равно вот, как бы получается расстояние вот от этой вот подошвы до камня. Там небольшое расстояние. То есть если прислонять топор, вот она когда уже маленькая станет, кромочка, его может туда затянуть. Поэтому я его держу, не касаясь вот этой вот подошвы. То есть вот, видите? Потому что его туда затянет и будет выбоина. Полностью-то его не затянет, но когда кромочка станет тонкой, он все равно туда может, ну то есть его камень по движению будет туда тянуть. И кромочка, вы ее просто испортите. То есть ее отпустит или выгнет, или еще что-нибудь, выбоина будет. В общем, держим вот таким вот образом, не касаясь вот этой вот. Продолжаем. Смотрим на искру. То есть, чтобы искра была, вот если начинаете, видите, я коснулся, искра. Чтобы по всей режущей кромке она была. Вот, примерно все. Переходим на другую сторону. Макаем и поехали. То есть топором будем вот. То есть начинаем вот от этого места и вот заканчиваем от начала до конца, или от конца до начала. То есть вот такими вот покачивающими движениями. Не тормозим на одном месте, главное. Потому что пережгете. Если почернела она во время заточки, значит все, вы отпустили ее. То есть нельзя тормозить. Проводите либо по новой, либо туда-сюда. Ну как бы все равно точат в одном направлении. То есть, допустим, вот выбрали или сюда, или сюда. То есть и в одно движение. Смотрим. Ну вот примерно вот так получается. Немножко. Держим топор прочно. То есть вот здесь вот лучше не держать. Держите его вот так вот и здесь. И поехали. Смотрите по искре, чтобы захватывало всю кромку. Макаем и глядим. Ну вот, сейчас еще с другой стороны пройдем. Мне просто здесь неудобно, камень маленький, приходится подальше держать от самого топора, от головы топора. О.
Все, уже топор. Еще сейчас с этой стороны. То есть старайтесь в этот спуск попасть. Ну вот. Вот топор уже в принципе острый. То есть мы сделали вот этот спуск, сформировали. А вот теперь мы делаем угол. То есть я примерно угол побольше. То есть было, допустим, вот так, да. А теперь мы делаем угол больше. Как я показывал на листочке. То есть это вот эта вот часть. То есть вот делали и еще заточка сейчас. То есть будем еще фаску снимем, это и будет заточка. И сейчас начинаем точить. Побольше его отклоняем. Ну там раза два с каждой стороны проведем и все. Так, намочили получше. Все. Вот. Кромочка взялась. Вот она и получается как бы. И с другой стороны. Вот. Топор уже как бы острый. Сейчас еще немножко. С этой стороны и все. Все. Вот оно получилось. А сейчас интересный момент. Сейчас мы сделаем под пасту Гои. Тормозим это все и поставим войлочный круг. Ну вот я одел войлочный круг. Не стал я это снимать, как это процесс этого одевания. То есть вот она паста Гои. Включаем его. И сейчас будем, топор мы немножко шлифанем кромочку. То есть сейчас будем, он круг на меня вращается. То есть не вот так вот держать, а так же как точили. То есть вот так. И подшлифуем кромочку. Ну все, начинаем, включаем. Сильно не давите, просто пасту Гои желательно сразу в пакетик, чтобы на нее всякие частички на нее не падали. Берем топор и по режущей кромке проводим. Так. С другой стороны разок еще. А для чего нужно вообще полировать? А чтобы он был погладше и в деревяшечку входил как полированный. Мягенько, без задиров, без всего. Сейчас уберем. Вот у меня обезжириватель. Лишнее пасту Гои уберем. Тряпочку намочу. Он гладкий будет и в деревяшку будет не застревать, входить гладенько. Вот убираем ее. То есть старайтесь не по режущей кромке вот так водить, а вот как бы раз, так вот. Ну это как бы условно, конечно, это топор. Но все равно мы же сейчас будем на бумажке проверять. Убираем все лишнее. Сейчас он испарится. Будем точить топор на гриндере. Опять же, мы его наточили на пасте Гои. Значит, прошлись. Сейчас мы его затупим. Кончик опять. И будем на гриндере. Ну вот несколько раз шерханем. Все, топор тупой. Вот. Включаем наш гриндер. Гриндер самодельный. Про гриндер можете посмотреть описание по ссылке.
Включаем. Беру также я топор. Мочу. И поехали. То есть также сначала формирую спуск, а потом, как я уже показывал, будем затачивать. Сейчас можно переходить на другую сторону. Хорошо снимает.
То есть сейчас я попадал в спуск, а теперь буду уже заточку делать. То есть как бы снимать вот эту пасочку. Называется подвод. Все. И поехали. Тугой. Берем точило. И сейчас мы это дело сделаем. Берем пока гриндер. Ну вот, значит, заточили мы на гриндере его. Сейчас вот под пастугой и войлочный круг. Наносим. Убираем пасту. Берем топор. Как я уже говорил, начинаем режущую кромку проводим. Убираем пасту. Сейчас он испарится. Уже испарился. Прошлись на гриндере. Сейчас опять мы тупим кромку и будем на болгарке. Затупляем. И начинаем на болгарке. Поставлю обороты вот на двоечку. Это, наверное, 1003, может, чуть побольше. Зерно, как я уже говорил, 40-е. Начинаем. Топор, значит, держим вот так. Болгарка, то есть, вращается, вот смотрите. То есть она вот сюда. То есть она как раз вот будет вот так вот точить его. Потом переворачиваем сюда и на другую сторону. Ну, в общем, вот так у нас задача сейчас. Макаем топор, включаем. А можно и маленькие обороты. Давайте маленькие поставим, вот единичку. Куда нам торопиться? Нажимаем и поехали.
посмотрим, что получилось. Ну вот получается, вот видите, снимает. Тут уже никакие уже там, тут одна заточка будет сразу. То есть вот прошлись, потом другую сторону и опять на пасту Гоя выйдем. Ну давайте еще разок. Мочим и на другую сторону. Давайте посмотрим, что получилось у нас. Ну вот, в принципе. Ну, сейчас давайте угол немножко сейчас изменим. Чуть-чуть ее наклоним опять же, чтобы нам пройтись вот по фасочке, по подводу. И все. И на этом все. Намочим его. И заточим. Переворачиваем. Вот как бы немножко все равно наклоняйте на режущую кромку. Ну вот, закончили. Вот смотрите, топор на болгарке. Так, так. Сейчас опять на пасту Гои пойдем. В принципе, остро. Сейчас еще пастой Гои пройдемся. Ну и вот, сейчас после заточки болгарки пройдемся на пасте Гои. Он высохнет. Ну вот какие я выводы сделал из этих всех трех заточек. Во-первых, на наждаке, в принципе, просто труднее удержать угол, допустим, чем на гриндере. Но опять же, если приспособление поставить на наждак, я просто показывал вручную, без всяких приспособлений. Если поставить приспособление, можно и на наждаке. То есть на наждаке как бы сложнее удержать угол. Ну, в принципе, можно. Но если поставить там приспособление, какую-нибудь струбцинку, там этот уголочек, то, в принципе, можно. На гриндере там угол удержать, в принципе, намного легче. Но, опять же, нужны ленты. Камень, хватит его на очень долго, допустим, на наждаке. На гриндере нужна лента. Лента там, через сколько она затупится. Но можно и на гриндере. Ну и, наверное, самый сложный способ, это на болгарке.
На болгарке нужно одной рукой держать, второй точить. Но способ намного быстрее. На болгарке быстрее можно заточить. Но более опасно. Как бы, потому что можно по руке, допустим, задеть, можно еще что-нибудь. Ну, это если на скорую руку на болгарке раз заточил и все. Угол на болгарке уже сделать намного сложнее. То есть делаем вывод. Каждый способ, в принципе, хорош под свои задачи, под свои цели. Ну, как бы так. Ну вот, спасибо за внимание. До свидания.